остановилась навсегда. Остров-призрак. Хасима. Я получила купончик на монетки в игровой центр, так что сейчас пойду играть. Не знаю, во что мне поиграть? Так, у меня 10 монеток. Надо найти, где его менять. Так, я вообще-то без понятия. Где менять купон? А, куда? Я нахожусь в отеле Сугиной в префектуре Оита. Лет 10 назад я работала здесь и теперь приехала повидать своих друзей. Давайте немного покажу, что здесь интересного. Отель находится в горах, поэтому можно увидеть прекрасный вид на город Беппо. Город горячих источников. В отеле просто потрясающий ротембуро, то есть источники под открытым небом. Но снимать там, конечно же, нельзя, все голенькие, поэтому покажу вам площадку с бассейнами. Здесь 2 бассейна плюс floating ванная. Бассейн с природной водой, соленый, как в Мертвом море. Также есть сауна с видом на город, ну и для детей свои прикольчики. У японцев довольно популярны гадания. Кому погадать нужно, кому карикатуры нарисовать. Здесь развлечения на любой вкус. Ну и куча сувениров, конечно же, я себе тоже вкуснях накупила. А вокруг отеля очень живописная территория. Все зелено, вокруг горы и глубоко внизу шумит река. Кстати, от отеля ходят бесплатные шаттл-басы до станции Беппу, что очень удобно. Особенно интересно здесь для туристов адские источники, дикий сафари-парк, океанариум и действующий вулкан Цуруми. Хасима – заброшенный остров в Восточно-Китайском море. Пару десятков лет назад посещение острова было под строгим запретом, а сейчас на пароме с группой японцев я направляюсь туда из города Нагасаки. На пароме я была единственная иностранка. Остров Хасима – это не то, зачем едут в Японию любители суши, аниме, джей-поп, да и многие о нем вообще никогда не слышали. Поэтому сегодня я хочу показать вам Японию, скрытую от глаз туристов. Неофициальное название острова – Гунканзима, в переводе с японского «остров-крейсер». Очевидно, что издалека облик острова напоминает военный корабль. И как будто не зря. Остров заселили в начале 19 века, когда там нашли уголь. На маленьком куске скалы был построен целый город со всей инфраструктурой. В то время это был самый густонаселенный участок земли. Плотность населения там многократно превышала показатели современного Токио.
Добыча угля шла на шахтах глубиной до 6 сотен метров ниже уровня моря. В период с 43 по 45 год для работы на подводных угольных шахтах сюда порой обманом или по принуждению привозили китайцев и корейцев, многие из которых умерли от тяжелых условий труда. Погода и высота волн сильно влияют на возможность швартовки туристических судов. При малейшем отклонении от нормы высадка будет невозможна. Затаив дыхание, мы все ждали момент истины. Ребята, мы высадились. Мы высадились. Это чудо. Это просто вау. Я не думала, что я окажусь здесь. Боже мой. Вы посмотрите на это. Я не могу поверить вообще, что я здесь. Население Хасимы составляло более 5000 человек, в основном рабочие и их семьи с детьми. Поэтому на острове есть младшая и средняя школа, вон то беловатое здание. Темное здание левее – это жилой дом, на крыше которого располагался детский сад. Даже сейчас там можно увидеть горку. Теперь давайте посмотрим на остров с другой стороны. Здание слева – та самая школа, правее детский сад, а невысокое здание перед ним, которое сейчас всплывает из кадра, это больница. Все, что правее, в основном жилые дома. На подземном этаже там находились купальни и торговый центр. Также на острове была библиотека, кинотеатр и японское казино Пачинко. А прямо здесь можно было поплавать. Да, здесь был даже бассейн. Звучит как благополучная жизнь на острове, где люди работали, отдыхали, развлекались. Однако Хасима несет в себе печальную историю военных лет. В 2017 году вышел южнокорейский фильм «Кунхам. Пограничный остров». В картине показано жестокое обращение с корейскими подневольными на угольных шахтах острова. Рабочие погибали от истощения и болезней, вызванных тяжелейшими условиями труда. По словам режиссера, этот фильм – вымысел, основанный на показаниях выживших. Постепенно запасы угля на Гунканзиме стали иссякать, и в 1974 году шахты были закрыты. Хасима опустела, доступ к острову был закрыт. И только спустя 35 лет посещение острова стало легально разрешено, а в 2015 году остров Хасима был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. 그게 낫겠습니까?